Привет! Каждый из нас помнит, что это такое быть новичком в Conquers Blade. А тем, кто подзабыл, напомню, это находиться в поисках информации, которая обеспечит легкий старт и перспективы в развитии. Поэтому я и записываю данные ролики, чтобы сэкономить ваше время и систематизировать информацию. Вы на канале Лорда Говарда, и сегодня мы будем говорить о отрядах. Погнали! Не будем тянуть и перейдем в меню отрядов, нажав на латинскую клавишу U. Во вкладке «Гарнизон» вы можете видеть все отряды, которые у вас имеются, заняться наймом данных отрядов, их маркировкой и прокачкой, перейдя к каждому отряду по отдельности. В правом верхнем углу, рядом с видом маркировки, у вас указано количество мест в гарнизоне. Оно расширяется только дополнительными плюшками в некоторых сезонах или за донатную валюту. Зачастую это будет основным способом для расширения. Если вы не ставите перед собой цель открыть и прокачать все отряды, то для комфортной игры стокового значения вполне хватит. Кстати, если вам потребуется нанять отряд несколько раз, как, к примеру, у ополченцев для добычи ресурсов на глобальной карте, перейдите в окно найма, щелкнув на плюс рядом с списком типов войск в гарнизоне слева, и снимите галочку в самом верху «Скрыть уже созданные». У вас появятся отряды, которые уже есть в вашем гарнизоне, и вы сможете нанять их еще раз. Здесь стоит затронуть опыт и его добычу для прокачки отрядов. Опыт зарабатывается при игре в PvP и PvE сессиях. В левом верхнем углу у вас есть значение общего опыта отрядов. Оно ограничено, то есть если вы зарабатываете больше опыта, чем его максимальное значение, он испарится. Он испарился. Провалившись в любой отряд, в том же левом верхнем углу вы можете видеть личную шкалу опыта этого отряда. Здесь же все работает несколько иначе. Если отряд зарабатывает опыт сверх своего максимального уровня, весь заработанный опыт перейдет в общий. Из этого мы делаем вывод, что общий опыт выгоднее всего зарабатывается с пула отрядов максимального уровня в бою. Максимальный уровень отряда зависит от его эпохи, цвета, если угодно. Чем больше тир, тем больше уровней в него нужно вливать. Значение максимального левела может в дальнейшем измениться, поэтому обойдемся без конкретики. Так а зачем же нужен общий опыт? Расскажу на примере. Если вы будете играть отрядом, который качаете, то этот отряд будет неконкурентно способный на поле брани. Ввиду этого легче набить пул универсальными и замакшенными отрядами, а тот отряд, который нуждается в повышении уровня, прокачать с помощью общего опыта. Для этого тыкните на плюс возле личной шкалы опыта отряда и примените преобразование общего опыта в личный на желаемое количество уровней. Ну и пока мы не ушли далеко, в личном меню отряда у вас имеется кнопка кастомизации, позволяющая нацепить образ на отряд, кнопка талантов, позволяющая прокачать таланты, как бы это банально не звучало, и трактаты. Трактаты — это инхрустируемые улучшения, которые вставляются в отряд для улучшения того или иного его свойства или добавления альтернативных скиллов. В каждом отряде максимально вставляется 5 трактатов. Изымаются трактаты платно за воду лотоса. Ее можно приобрести в магазине сезона, у посланца славы и за игровые активности и ивенты. Ресурс ценный, поэтому советую не расточительствовать его понапрасну, а трактаты вставлять с умом. А чтобы поставить их с умом, если разговор идет о трактатах на какие-либо статы, перейдите в характеристики отряда и сверяйтесь по ним. Условно выигрышная тактика по их расстановке. Если вы ставите трактаты на защиту, то вам необходимо учитывать. Первое, как вы используете отряд. На какие отряды вы чаще всего выходите лоб в лоб, или какие часто попадаются, или самые опасные против вас. Исходя из этого, бустите защиту от типа часто прилетающего в ваш отряд урона. Второе, какой из показателей меньше всего, то есть к какому типу урона ваш отряд уязвимее. Тот параметр и повышайте. Если оба пункта сошлись, бинго, это то, что вам нужно. А если нет, то придется выбирать и отыгрывать уже от своего выбора. Если трактаты на урон, то я рекомендую трактаты на общий вид или процентный вид урона, который не упоминает в описании его тип. А если таких трактатов нет, то бустите самый высокий показатель урона за счет типа урона трактата. Конечно, будут исключения, но мы тут как бы о принципах глаголем. Чтобы получить трактаты, необходимо пергамент. Их вы можете получить за разные игровые активности и розыгрыши, покупать у посланца славы или в клановых магазинах за альтернативные валюты. Нажав на
на клавишу X или у NPC начальник экспедиций, их можно использовать в раскопках. Разные раскопки будут дропать разные трактаты для своих типов войск. Да, определенные трактаты можно использовать только для определенных отрядов. Пергаменты же отличаются по редкости. Чем выше редкость, тем выше встроенный шанс дропа более редких трактатов. Но в основном здесь рандом на рандоме. Упомяну и такую доступную возможность, как разбор трактатов. Даже некоторые старые игроки об этом могут не знать ввиду низкой потребности в использовании. Трактаты можно разбирать на фрагменты и покупать за них пергаменты. Для этого перейдите в разбор предметов через окно экспедиции в левом нижнем углу. Лишние жетоны с грамот, полученные через кордон, тоже можно разобрать на фрагменты жетонов, которые позже можете обменять на жетоны отрядов. При наборе 20 жетонов определенного отряда открыть его бесплатно, не затрачивая очки отваги в дереве прокачки. Ими лучше открывать золотые отряды, так как у остальных есть дополнительные перки, которые вы можете качнуть только при условии того, что отряд был открыт ранними вложениями очков отваги в ветку. Перейдя во вкладку «Алхимия», можно крафтить трактаты. К слову, рандом здесь тоже имеет весомое место, однако его можно настроить. Обычно для крафта трактатов потребуется трактат без свойств, называемый мудростью. При заполнении 8 ячеек алхимии мудростями, ну или трактатами, что не рекомендую, внизу у вас будет возрастать шанс крафта рандомного трактата определенного левела. Список возможных к получению трактатов вы можете открыть через клавишу предпросмотра в правом нижнем углу экрана. Соответственно, в зависимости от комбинации редкости мудрости в ячейках алхимии будет зависеть шанс выпадения трактата определенной редкости и левела, которые вы сможете регулировать. На данный момент есть несколько комбинаций, но это метазависимая информация, поэтому я ее пропущу. Повысить редкость выпадения трактата может помочь вам и чистая мудрость. Это ресурс редкий и выбивается из игровых активностей. Ниже, под ячейками алхимии, вы можете видеть шкалу опыта алхимии, которая заполняется по мере количества проведенных алхимических операций. Когда шкала заполнится, крайняя ее заполнению алхимическая операция будет иметь свойство чистой мудрости. Если применить чистую мудрость вдобавок к ней, они будут стакаться. Но насколько это целесообразно для вас, решайте сами. С трактатами вроде ясно. Вернемся в меню отряда. В некоторых отрядах вы можете встретить мастерство. Это относительно новая функция и пока есть не на всех отрядах. Ее добавили для балансировки играбельности, а следовательно, прокачка мастерства является чуть ли не обязательной. Для открытия мастерства отряд должен быть определенного уровня. Для прокачки используется свиток мастерства. Он тоже получается за игровые активности. Если у вас стоит вопрос о том, чтобы использовать синие свитки, при этом вы имеете достаток зеленых, можете преобразовать зеленые в синие, перейдя в окно мастерства отряда, нажав на плюс, перейдя к обмену свитков. Через верхний пункт магазин мастерства вы, конечно, тоже можете купить свитки за очки отваги, но делать этого я не рекомендую, это больше для зажиточных high-level игроков. Еще в окне отряда вы можете починить отряд после боя, если он претерпел потери, через восстановление прочности отряда. Повысить прочность отряда вы можете двумя способами. Первое — заметь тут же. Второе — используя снаряжение того или иного отряда, полученное вами при покупке его за серебро с аукциона или скрафтив у NPC интендант отрядов. Во вкладке набора отрядов вы можете задать их пул и обозначить пресеты для разных режимов. Тут вы можете задать имя тому или иному набору. Обратите внимание, что если количество вместимости пула по лидерству изменится в дальнейшем, ну, например, если вы переоденете сет снаряжения, в котором лидерство меньше, то сам состав данного набора не изменится, но в бою из него выкинет последнего юнита. Более подробно о лидерстве я говорил в предыдущем блоке. Можете найти данное видео на канале, подсказка для перехода к нему будет сверху. Здесь же вы можете починить отряды разом. Обратите внимание, что эта функция не будет использовать снаряжение отрядов из вашего инвентаря, а чинить их заметь. Будем надеяться, что в ближайшее время это поправят. Перейдя во вкладку «Отряды», вы попадете в дерево прокачки базовых отрядов. Здесь вы можете улучшать или открывать базовые отряды, используя очки отваги, а также осуществлять их предпросмотр. Если отряд включает в себя мастерство, вы также увидите статы мастерок. Очки отваги зарабатываются в PvP и PvE сессиях и еще несколькими способами, а именно игровые активности, естественно, в них дают медали, юзнув которые вы прибавляете очки отваги, а также выполняя определенные контракты поселений, в описании наград которых указано количество
количество получаемых очков отваги за выполнение. Для поиска и просмотра контрактов откройте глобальную карту, нажав на М, и выберите поселение. В выпадающем меню щелкните на обзор. В обзоре перейдите к контрактам. Для выполнения контрактов потребуется либо сырье, либо ресурс, это переработанное сырье, оружие бандитов, которое выбивается с повстанцев на глобальной карте. Кстати, капля очков отваги дается и за победу над ними. Контракты, вне зависимости от поселения, можно выполнять ограниченное количество раз, а опыт и награды за победу над повстанцами даются за 10 боев в неделю. Сырье можно добыть на глобальной карте, а ресурсы обработав сырье у NPC-ремесленник. К слову, если не хотите париться, в самом окне контрактов есть возле каждого задания кнопка весов, которая перенесет вас на аукцион для покупки необходимых ресов за серебро. Про сам крафт и что зачем идет я выпущу отдельный ролик, поэтому подписывайся, чтобы не пропустить. Ну и получаемые очки отваги ограничены в неделю, но в счетчик не пойдут очки, полученные за использование медалей. В самом же дереве прокачки внизу указаны эпохи отряда, и почти у каждого отряда есть набор дополнительных улучшений. Скажу вам сразу, они тоже достаточно важны и качаются за очки отваги, а слева есть возможность выбрать род войск, который доступен для прокачки. Во вкладке «Наемники», в которую можно перейти и у начальника экспедиции, в подразделе «Отряды» будут отражены наемники за жетоны, они же очки найма. Данные очки выдаются за игру на определенном этапе сезона и игровые активности, а сами отряды используются как средство для прохождения сезонных испытаний по принципу задействовать несколько отрядов разных эпох или задействовать определенный вид отряда, если таковых у вас нет в гарнизоне, конечно. Не советую использовать таких наемников, кроме как для этой цели, так как они очень слабы. Провалившись в подраздел наемники, будут отражены юниты, которые дают дополнительный опыт за матч, если вы возьмете их в пул. Их можно приобрести за серебро или за донатную валюту. Теперь, когда ты разобрался с интерфейсом и начинкой механик прокачки, мы можем перейти к самому главному – боевой классификации роли, типов отрядов, ну и какие же отряды в перспективе нужно открывать новичку. Давай начнем с классификации. Есть отряды основные, дерево прокачки которых мы с вами уже рассмотрели. Их можно еще назвать отрядами за отвагу, а также сезонные отряды. Посмотреть сезонные отряды можно, нажав на клавишу F5 и перейти к просмотру каждого сезона, нажав на клавишу переключения сезона в правом верхнем углу. Такие отряды будут открываться либо за донатную валюту, либо за выполнение последовательных квестов. Далее отряды классифицируются по видам войск. Это пехота, стрелки и кавалерия. А они, в свою очередь, делятся на рода войск, то есть на уникальные особенности того или иного типа. Есть еще деление на классы по типу рыцари, это гербовые отряды, бедуины, ротанговые отряды. С этим можете ознакомиться в дереве прокачки, там еще есть восточные всякие, западные деления. Это до сих пор является, если не рудиментом в игре, то недопиленной ее частью точно. Еще сразу выделю фигурирующие тактические термины. Кулак — это большое скопление героев и отрядов, проводящих совместное движение в сторону противника, а также линии боя. Первая линия — это отряды, участвующие в столкновении кулаков, образуя фронт зарубы. Вторая линия — отряды, действующие от прикрытия, то есть на которых приходится второстепенный таргет. Третья линия — отряды, держащие протяженную линию дистанции, поддерживающие бой без непосредственного контакта. Ну и теперь подробнее. Пехота — это основа боя, выполняющая штурмовые, защитные или иные задачи. Она мобильна, может использовать осадные сооружения, подниматься на стены и вести бой почти где угодно. Рода войск будут представлены отрядами с древковым оружием, это алибардисты и пикинеры. Их задача останавливать кавалерию или сокращать ее численность, а также производить поддержку первой линии фронта при борьбе с пехотой противника, находясь во второй линии. Очень уязвимы для стрелковых атак и некоторой пехоты. Баклеры — это отряды, которые используют малые щиты, имеющие показатель блокирования, и наступательные способности с неплохим дамагом. В их арсенале средняя маневренность, помогающая выполнять разные мовы и задачи. Они способны быстро сократить дистанцию. Из этого следует, что позиция может быть как в первой, так и во второй линии боя, часто будут заходить в тыл или правый, левые фланги столкновения. Их задача — эффективная борьба с пехотой и стрелками. Из минусов имеют слабое место — это тыл. Развернуть отряд почти всегда равносильно его похоронить. Но и дробящий урон по ним минусует их преимущество. Щиты. Копейщики
Это тяжелый отряд первой линии столкновения, использующий массивные щиты для сдерживания натиска противника или защиты союзных отрядов. Без них не обойдется ни один хороший кулак. Очень ценны в любых замесах. А минус — очень низкая маневренность и урон. Застрельщики — это отряды второй или иногда даже третьей линии боя. В принципе, их название отражает их задачу — таргетить определенную цель, используя среднюю дистанцию. Целью может быть как герой, так и отряд. Их копья быстро настигают цель и выводят либо ее щиты в нокаут. Из минусов — малый боезапас и ситуативный пик. Ну а в ближнем бою малоэффективны. Далее поговорим о стрелках. Тут все рода войск будут придерживаться позиции в третьей линии боя. Задача всех стрелков — помогать или поддерживать кулак атаки с дальней дистанции, нанося урон. А вот достигают они этого по-разному. Лучники — настилом, аркебузеры — линейным выстрелом. Ввиду того, что дальние отряды хоть и способны наносить колоссальный урон, их количество иногда решает ход боя и отнюдь не в вашу сторону. Помните, что смысл игры всегда в захвате или удержании точки, а дальние отряды на это не рассчитаны, имея малую мобильность и малое количество хитов и защиты. Соответственно, они уязвимы ко всему, что в них прилетит. Перейдем к кавалерии. Кавалерия — это отряд мува, способный переломить ход боя. Ну, по аналогии, коневод — это снайпер в своем роде. Не думайте, что кавалерия всегда способна только попадать. Ее мув не всегда зависит от просчитываемых элементов, а их, к слову, очень много. Кавалерия работает по принципу обеспечения прорыва и поддержки войск на земле. На стену вы их не поднимете. Имеет большую мобильность, что позволяет расширять вариативность ваших идей, а для повышения шанса хорошего мува необходимо грамотно читать бой и знать карту. Кавалерия будет делиться по следующим родам. Кавалерия с пиками рассчитана на линейный прорыв путем чарджа, сминая все на своем пути, а по его завершению пропаровозить пехоту. Среди кавалерии будет иметь самую низкую мобильность, очень уязвима для стрелков и древков. Кавалерия с мечами самая мобильная среди родов кавалерии, задачами которой будет перехват вражеского мува путем захода в фланги, тылы. Она тоже имеет чарджи, но они больше направлены на вражескую конницу или сокращение дистанции. Против пехоты такая кавалерия действует методом паровоза, а чардж в пехоту сравним с бесполезным мувом. Тут надо знать хитпоинты тех отрядов, которые вы будете выцеливать, и понимать, что ваш тип урона будет для них смертельным. Достаточно посредственно относится к стрелковым отрядам, хорошо выдерживая их урон по себе, в сравнении, конечно. Очень уязвимо к пехоте, если остановится хоть на секунду. Тут вам нужно попотеть и знать скорость поворота конницы. Третьим родом войск конницы являются конные лучники или конные застрельщики, в общем, дальнобойные кони. Тут принцип такой же, как и у конницы с мечами, только паровозить нужно на средней дистанции, так как они уязвимы вообще ко всему. Для каждого вида войск существуют отряды особого назначения, которые выполняют функции, не попадающие под категорию тех или иных видов и родов, то есть являются исключениями. Их достаточно много, и скорее всего это станет тематикой для отдельного ролика, так как каждый отряд нужно рассматривать отдельно. Отряды вдобавок делятся на эпохи. Эпохи будут отличаться по цвету отряда, стоимости обеспечения и количеству требуемого опыта для достижения максимального уровня. Не стоит думать, что чем выше эпоха, то есть тир отряда, тем круче он оппонентов других эпох. Во многом это, конечно, так, но иногда вы будете с удивлением смотреть, как зеленый отряд бьет палками фиолетовые или золотые. И также золотой отряд, будь он пехотой или конями, это в первую очередь ситуативный отряд. Он будет выдавать импакт только в умелых руках, если мы не говорим о мете, конечно. Ведь он может как нарубить и разменять 3-4 отряда, так и слиться, не забрав за собой никого. Когда я начинал играть, открывая отряды более высокой эпохи, я распускал отряды предыдущего тира. Не делайте так, оставьте. В игре предусмотрены этапы сезонов. Так, на первом этапе сезона игра идет с синими отрядами, при этом не будет возможности взять отряды более высоких эпох. И так далее по возрастанию это будет повторяться из сезона в сезон. Ну и теперь, когда ты знаешь обо всем, что касается отрядов, вот тебе совет от меня по кастому первоначального пула. Первое. Тебе нужен PvE отряд. Опыт отрядов зарабатывается по крайней мере сейчас в рейде на разбойников, который дает большое количество опыта за 5 боев в неделю. PvE отряды меняются в зависимости от меты, поэтому лучше уточни у народа, что сейчас юзабельно. Данный отряд
отряд должен соответствовать следующим характеристикам. Должен быть быстрым, вносить много урона и быть живучим. Хитрый, быстрый, пупсик. Поэтому в предпочтении у игроков сейчас конница, а тебе, как новичку, нужно быстро откусить кусок пирога в этом конном набеге на неписей и выдержать конкуренцию. Можешь для себя рассмотреть конных паладинов или криксбрудеров, фиолетовый отряд из Кингсфолла, Увеев из сезона Dragon Rise, Банаретов из Снавсторм, Онабу Гейся из Сенгоку, Мермелонцы из Колизея. Если интересуют обычные отряды, то пешие рыцари, конные налетчики. Конечно, я видел, что берут всякое, но тут вкусовщина. Не все из перечисленных показывают себя наравне. Кто-то лучше, кто-то хуже. Если не жалко, можешь брать любых золотых конников, но в копеечку они обойдутся при починке. На синем этапе сезона кто только что не берет. Лично я пользуюсь вольными всадниками из Тирании, синими алибардистами, зеленой конницей с пиками и стражами кондотьеров из Gilded Age. Если ты видишь, что видос подустарел, смело пиши в комменты. Думаю, старожилы себя ждать не заставят. Ну и сейчас можете написать, какой отряд вы используете в PvE, чтобы у новичков была фора. Тут же скажу, что можешь подыскать себе какую-нибудь гильду и забивать целое пати, чтобы вы могли пофармить вдоволь, а не пролететь рейд за 2 минуты. Кстати, в гильдии будет и возможность заметь, потестить отряды в реальных боях, выкачанные на максимум и любезно предоставленные сагильдийцами. Очень полезная вещь для новичков, чтобы пощупать перспективу. Второе. 90% твоей деятельности будет осада. Что же мы о ней знаем? В осаде есть точки захвата как на стенах, так и на земле, а также тебя может кинуть как в атаку, так и в защиту. Соответственно, пул отрядов нужно выбирать универсальный, чтобы вкачать эти отряды на максимум и выкачивать с помощью них остальные. В идеале, конечно, заиметь отряды всех родов и типов войск, чтобы был выбор, но мы говорим о первых 3. Да, 3 отряда чаще вмещаются в пул под стоковых 700 лидерства. Советую именно фиол, так как золото это, конечно, хорошо, но лично моя позиция, навязывать ее никому не буду, состоит в том, что уж лучше я буду хорошо играть 3 отрядами, чем условно 2. Так и раздола для мувов побольше, и медь сильно не улетает, да и фиолу достаточно конкурентно способный, а некоторые могут даже фору дать и золоту. Универсального сета на все вкусы случая жизни нет, но я тебе дам выбор из малого числа с альтернативами. Первое. Пехота. Возьми мобильный отряд, который заставит себя нажимать кнопки, но не будет от тебя этого прям сильно требовать. Тем самым ты повысишь себе скилл для последующих отрядов. Например, пешие рыцари. У них есть несколько преимуществ. При полной прокачке поможет тебе как в PvE, так и в PvP сражениях. Играется в основном через кнопку сопровождения. Пожалуй, они бегают вокруг тебя как дамажащая пассивка такая. Но если углубиться, то они достаточно быстрые. Их построение стена щитов очень компактное, что позволит им маневрировать конницу и всякие чарджи. При этом у них есть натиск, что значительно сокращает дистанцию. Помогут подобраться тебе к стрелкам за счет стены щитов, если у твоего класса нет щита. Или восточные мечники-гвардейцы. В мобильности уступают, но зато бить кабины умеют хорошо и думать особо не надо, часто идут в лобовую атаку. Далее мы понимаем, что тебе могут встретиться коневоды со стажем на золотых горбунках, которые будут большой проблемой для новичка. Советую заиметь отряд антикавы. Тут предлагаю посмотреть на продвигу, она же восточные пикинеры-гвардейцы. Помимо леса копий, которые и так дает неплохой деф, могут идти вперед, опрокидывая все на своем пути. Крутой отряд, который как и в перспективе хорош, так и не выходит из меты долгое время. По альтернативе можешь посмотреть на алибард. В передвижении они быстрее, но атакуют статично, из построения. А еще имеют ваншот страйк в виде чарджа. А теперь к самой спорной теме. 3 отряд. И тут я предлагаю взять или стрелков, или каву. Именно или, так как в атаке стрелки такое себе, а в дефе кава тоже не всегда заходит ввиду особенностей плюсов на карте и лонгов. Из стрелков бери что нравится. Я бы советовал больше посматривать на аркибузеров, нежели на лучников. Сам я стрелками не играю, но думаю, ребята в комментариях тебе помогут. Сейчас же стрелки с чекану делают больно на всех этапах сезона. Много дебафов и выстрелов в секунду, дешево в починке. А вот про каву может показаться смешным, но попробуй взять зеленую засадную конницу. Если ее разогнать,
то натиска дышится 8 секунд, что позволяет давать ее часто, катаясь туды-сюды. Да, может уступать по урону от чарджа, но научившись на ней играть, ты научишься реализовывать других коней. По починке позволит юзать ее в каждом бою ввиду дешевизны. Да и зеленый отряд не так жалко забрасывать. Многие игроки, поиграв на кавалерии, просто бросают это дело. Ну, не нравится людям. И еще раз упомяну, я сейчас говорю про осады, не рейтинг и не ГВГ. Конечно, параллельно нужно качать и сезонные отряды. И ты, наверное, хочешь узнать какие. Мне кажется, если это видео будут смотреть все игроки разово, то ты услышишь крик буквально из недр земли на этом моменте. Качай всегда последний сезон. С вероятностью 99% отряды из этого сезона не занерфленное имбище. А если они имбуют, то после их открытия помогут закрыть один, а то и два предыдущих сезона, которые тебе нравятся. Камон, да что ты хотел от китайского мета-пулемета? Итак, мы пробежались по всем аспектам тематики отрядов. 100 пудов ты встретил инфу, которую и так знал, но согласись, как иначе последовательно обо всем рассказать. Чтобы видео было полезным не только для тебя, но и для других ребят, давай поднимем его в поиске, поставив лайк и черканув коммент. Разработчик обещал в скором времени кое-что переработать по глобалке и добыче ресурсов, поэтому следующий блок задержится, чтобы рассказать тебе о данной теме, включая нововведения. Но не думай, что я буду сидеть без дела. У меня много интересного, и я уже начал монтаж нового видео. Подпишись на канал, чтобы его не пропустить. С вами был Лорд Говард. Приятной прокачки отрядов. Встретимся в осадах. Покеда!